что если самые грандиозные стройки в истории человечества — это не египетские пирамиды и не Великая Китайская стена, а проекты, которые прямо сейчас меняют облик планеты. В Саудовской Аравии строят город длиной 170 километров без единого автомобиля, а в Китае возвели дамбу, которая буквально замедлила вращение Земли. Забудьте все, что вы знали о масштабах строительства. 9 мегапроектов в этом списке переписывают само понятие возможного. Начнем с проекта, который уже сейчас называют самой дорогой стройкой в истории человечества. Саудовская Аравия вкладывает $500 миллиардов в создание города Неом. И это не просто город, это попытка построить другую реальность прямо в пустыне. Центральный объект Неом — линейный город под названием Линия. Два зеркальных небоскреба высотой 500 метров, поставленных параллельно друг другу на расстоянии 200 метров, тянутся через пустыню и горы на 170 километров. Внутри 9 миллионов жителей, 3 слоя инфраструктуры, поезда, которые за 20 минут проезжают весь город насквозь. Ни одного автомобиля, ни одной дороги на поверхность. Строительство началось в 22 году, первые жители должны въехать в 29-м. Критики уже подсчитали, чтобы заселить линию до заявленных цифр, Саудовская Аравия должна принимать по 1200 новых жителей каждый день на протяжении 20 лет. Пока в проекте работает около 90 тысяч строителей, и это на объекте, который в итоге должен стать домом для нескольких миллионов человек. Следующий проект по масштабу финансирования — китайская программа «Один пояс, один путь». Официальная цифра вложений — $1 триллион, реальная, по оценкам аналитиков, уже перевалила за 8 триллионов. Китай одновременно строит железные дороги в Кении, порты в Пакистане, туннели в Сербии, мосты в Эфиопии и электростанции в 37 странах. Это не один мегапроект. Это сеть из сотен строек, которая физически перекраивает транспортную карту мира. В 2023 году Китай завершил строительство железной дороги Лаос-Китай. 1080 километров пути через горные джунгли, 130 туннелей, 170 мостов. Лаос, страна с населением меньше 8 миллионов человек, получила инфраструктуру, которую сама никогда не смогла бы построить. Ценой 6-летней аренды суверенной территории под китайские концессии. Третий проект в рейтинге самых дорогих — американский. Высокоскоростная железная дорога Калифорния, которую начали проектировать еще в нулевых, должна была соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско за 2 часа 40 минут. Изначальный бюджет — $33 миллиарда. Сегодняшняя оценка — 128 миллиардов, и строительство еще не завершено даже на треть. Каждый год стоимость пересматривается в большую сторону. Критики называют этот проект самым дорогим железнодорожным провалом в истории. Сторонники говорят, что к 1945 году дорога все-таки откроется. Четвертый — британский туннель под Ла-Маншем. Нет, не тот, который уже работает. Новый проект — расширение существующего туннеля с добавлением третьей трубы и увеличением пропускной способности вдвое. Стоимость почти около 30 миллиардов фунтов. Особенность в том, что оба государства, Великобритания и Франция, должны договориться о финансировании уже после того, как их отношения осложнились из-за выхода Британии из Европейского Союза. Но самый неожиданный факт во всей этой истории про деньги — не суммы, а источники. Большинство этих проектов финансируются не из государственных бюджетов напрямую. Неом строится на деньги Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который наполняется доходами от нефти. Калифорнийская дорога через облигации и федеральные гранты, которые уже несколько раз оспаривались в суде. Китайский пояс и путь через государственные банки, которые выдают кредиты странам-участницам под процент. Когда страна не может вернуть долг, Китай получает управление объектом. Именно так в 2017-м порт Хамбантота на Шри-Ланке перешел под китайский контроль на 99 лет. Деньги в этих проектах не просто цифры в смете. Это инструмент влияния, и каждая дальше из этих строек меняет не только ландшафт, но и расстановку сил на политической карте мира. Китайская дамба — 3 ущелья настолько тяжелые, что ученые зафиксировали замедление вращения Земли после ее заполнения водой. Водохранилище содержит 42 кубических километра воды. Масса настолько колоссальная, что она физически перераспределила момент инерции планеты. День стал длиннее на 0,06 микросекунды. Это не метафора, это измеренный факт. Дамба строилась 17 лет, с 1984 по 2006. Длина плотины 2300 метров, высота 185 метров. Мощность электростанции 22 500 мегаватт. Это больше, чем 22 средних ядерных реактора одновременно. Для строительства было перемещено 13 кубических километров земли и породы. Затоплено 1300 деревень и городов. Переселено 1 200 000 человек. Крупнейшее принудительное переселение в истории мирного времени. Но у дамбы есть проблема, о которой китайские власти долго молчали.
Давление воды на геологические породы вызвало активизацию разломов в регионе. После заполнения водохранилища количество землетрясений магнитудой выше 3 баллов в радиусе 100 километров выросло в несколько раз. В 2008 году в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9. Погибло почти 80 тысяч человек. Ряд сейсмологов установил прямую связь между заполнением водохранилища и активизацией разлома. Официальный Пекин эту связь отрицает. Второй проект, буквально встряхнувший землю до строительства острова Пальм в Дубае. Архипелаг насыпных островов в Персидском заливе создавался с 2000 по 2006 год. Для насыпки использовано 110 миллионов кубометров песка и 7 миллионов тонн камня. Весь этот материал добывался с дна Персидского залива, что изменило течение и уничтожило коралловые рифы на площади около 300 квадратных километров. Экологи зафиксировали полное исчезновение нескольких видов морских трав в зоне строительства. Геологи установили, что насыпные острова медленно погружаются в грунт, примерно на 5 миллиметров в год. За 20 лет это уже дало заметную осадку. Часть вилл на внешних ветвях пальмы уже испытывает проблемы с дренажем из-за подъема уровня воды относительно фундаментов. Третий проект в этой теме – строительство новой столицы Египта. Страна буквально переносит центр государственного управления на 50 километров восточнее Каира. Новый административный столичный город строится с 2015 года на площади 700 квадратных километров. Это больше, чем весь Сингапур. Стоимость первой фазы – 58 миллиардов долларов. Президентский дворец уже построен и занят. Парламент переехал в 2023. Проблема в том, что из запланированных 6 миллионов жителей к 2024 году в городе проживало около 100 тысяч человек, преимущественно государственные чиновники, переведенные туда принудительно. Строительство в пустыне создало неожиданный эффект. Грунтовые воды в регионе начали опускаться быстрее расчетного уровня из-за потребления воды стройкой. Несколько деревень в радиусе 30 километров зафиксировали пересыхание колодцев. Все три этих проекта объединяет одно. Строители изменили не только поверхность земли, но и то, что находится под ней. Дамба переложила нагрузку на разломы. Острова изменили дно залива. Новый город вытягивает воду из пустыни. Мегапроекты не просто строятся на земле, они меняют саму землю. Иногда с последствиями, которые проявятся только через десятилетия. Нидерланды отвоевали у моря почти 17% своей территории. Не осушили болота, не укрепили берега. Именно отвоевали, построили дамбы, выкачали воду и превратили морское дно в сельскохозяйственные поля. Провинция Флеволанд, где сегодня живут 400 тысяч человек, еще в 50-м году была дном Северного моря. Но голландцы решили пойти дальше и построили то, что инженеры называют крупнейшим гидротехническим сооружением 20 века – комплекс Delta Works. После катастрофического наводнения 1953 года, когда за одну ночь погибло 1835 человек и было затоплено 200 тысяч гектаров земли, Нидерланды начали строить систему защиты, равной которой нет в мире. 13 дамб, 2 подвижные барьерные системы, шлюзы и каналы. Строительство заняло 40 лет и завершилось в 1997-м. Главный объект комплекса – Маэсландский барьер. 2 стальные руки длиной 210 метров каждая, которые автоматически закрываются при угрозе шторма. Система управляется компьютером без участия человека. За все время существования барьер закрывался в боевых условиях дважды. Стоимость всего комплекса – около 5 миллиардов евро. Голландские инженеры подсчитали, что без этой системы каждые 10 лет страна теряла бы на наводнениях в 10 раз больше. Сегодня Delta Works защищает территорию, на которой живет 10 миллионов человек. Следующая битва с природой происходит в Китае. И это уже не вода, а воздух и земля. Китайская программа «Великая зеленая стена» стартовала в 1978-м и должна завершиться в 1949-м. Цель – остановить наступление пустыни Гоби, которая каждый год поглощает около 2000 квадратных километров плодородной земли и вплотную подошла к Пекину. Пыльные бури из Гоби несколько раз в год накрывают китайскую столицу слоем желтой пыли, видимым из космоса. Решение – посадить полосу деревьев длиной 4500 километров и шириной до 1500 километров. К 2023 году высажено около 66 миллиардов деревьев. Это крупнейшая лесопосадочная программа в истории человечества. Проблема в том, что около 15% посаженных деревьев погибли. Неправильный подбор пород для засушливого климата привел к тому, что некоторые участки зеленой стены превратились в кладбища сухостоя. Ученые скорректировали программу и перешли на местные засухоустойчивые виды, но темпы опустынивания в ряде районов все еще превышают темпы восстановления. Третий проект – точно норвежские нефтяные платформы в Северном море. Это не просто добывающие установки, это инженерные сооружения, которые работают в условиях, где волны достигают высоты 30 метров, а температура воды зимой опускается до 2 градусов выше нуля.
Платформа Тролль-А весит 680 тысяч тонн и стоит на дне на глубине 303 метров. Это самая высокая конструкция, когда-либо перемещавшаяся по поверхности Земли. В 96-м ее буксировали к месту установки 7 дней. Над водой возвышается 470 метров бетона и стали выше Эйфелевой башни. Но самое неожиданное противостояние человека с природой происходит не в море и не в пустыне, а под землей. Норвегия строит крупнейший в мире подводный плавучий туннель через Согне-фьорд, глубина которого достигает 1300 метров. Обычный туннель на такой глубине невозможен технически. Решение две трубы диаметром 12 метров, закрепленные на глубине 300 метров под водой с помощью понтонов и тросов. Туннель будет покачиваться в воде, как подводная лодка. Стоимость около 25 миллиардов норвежских крон. Открытие запланировано на 2035 год. Аналогов этому сооружению в мире не существует. Все эти проекты объединяет одно. Природа сопротивлялась. Море возвращалось, пустыня наступала, шторм бил в стальные конструкции. Но в каждом случае инженеры либо победили, либо еще не проиграли. В 2022 году Япония завершила строительство моста-туннеля Акаси-Кайкё. Нет, не завершила, она завершила его еще в 98-м. И с тех пор этот мост остается самым длинным подвесным мостом в мире. Но дело не в рекорде. Дело в том, что во время строительства-то в 95-м прямо под опорами будущего моста произошло землетрясение магнитудой 7,2. Знаменитое землетрясение Кобе, унесшее 6400 жизней. Две уже установленные опоры сдвинулись на почти метр в стороны друг от друга. Японские инженеры не стали переделывать опоры. Они пересчитали проект моста прямо под изменившееся расстояние между ними и продолжили строительство. Длина центрального пролета стала 1991 метр вместо запланированных 1990. Мост открылся в срок. Следующий проект переворачивает само представление о том, где может стоять аэропорт. Гонконгский международный аэропорт Чиклапкок построен на искусственном острове площадью 12 квадратных километров, созданном путем срытия двух настоящих островов и насыпки грунта между ними. Строительство заняло 6 лет, с 92 по 98. Для создания острова было перемещено 247 миллионов кубометров земли. Весь аэропорт, взлетные полосы, терминалы, дороги стоит на том, чего еще 30 лет назад не существовало физически. Сегодня это один из самых загруженных аэропортов мира, более 70 миллионов пассажиров в год. Третий проект – Большой адронный коллайдер в Швейцарии. 27 километров туннелей на глубине 100 метров под землей, проходящих под границей Швейцарии и Франции. Строительство туннельной системы заняло 10 лет. Внутри трубы, охлажденные до минус 271 градуса по Цельсию, что на 2 градуса холоднее открытого космоса. Магниты весом в 35 тонн каждый разгоняют протоны до скорости, составляющей 99,9% от скорости света. Стоимость строительства и оборудования – около 9 миллиардов евро. В 2012-м здесь открыли бозон Хиггса. Частицу, существование которой теоретики предсказали почти за 50 лет до этого. Четвертый проект находится в Дубае и называется «Музей будущего». Здание без единого угла, без прямых стен, в форме тора, бублика, высотой 77 метров покрыто арабской каллиграфией, которая одновременно является несущей конструкцией фасада. 1084 стальные панели с вырезанными цитатами правителя Дубая образуют оболочку здания. Внутри пустота, весь тор полый, и эта пустота символизирует неизвестное будущее. Конструкторы потратили 3 года только на разработку алгоритма раскроя панелей, потому что ни одна из 1084 не повторяет другую по форме. Здание открылось в 2022 и немедленно вошло в список самых сложных архитектурных сооружений планеты по версии журнала Time. Пятый проект. Керченский мост через Керченский пролив. 19 километров через акваторию, где глубина дна неоднородна, грунт насыщен газом, а сейсмическая активность требует особых технических решений. Строительство заняло 4 года, с 2016 по 2020, если считать железнодорожную часть. Для строительства было забито почти 7 тысяч свай. Мост выдерживает землетрясение магнитудой 9 баллов и удар льда толщиной 90 сантиметров. Автомобильная часть открылась в 2018-м. Владимир Путин проехал по ней за рулем грузового автомобиля в прямом эфире. Каждый из этих проектов в свое время называли нереализуемым. Японские инженеры строили мост над эпицентром землетрясения. Гонконг создал остров для аэропорта. Физики охладили участок пространства холоднее открытого космоса. Граница между невозможным и реализованным оказалась тоньше, чем казалось. Если сложить весь бетон, использованный при строительстве дамбы «Три ущелья», получится куб со стороной 280 метров. Это 28 миллионов кубометров бетона, больше, чем во всех небоскребах Нью-Йорка вместе взятых.
Но эта цифра меркнет на фоне другого проекта. Индийская программа строительства дорог крупнейшая в мире по темпам. В 2023 году Индия строила в среднем 37 километров новых дорог каждый день. Каждый день. 365 дней в году. Это означает, что за один год страна прокладывала дорожное полотно, которым можно было бы обернуть землю по экватору треть раза. Общий бюджет национальной дорожной программы над 120 миллиардов долларов только на период с 2020 по 2025 год. Для укладки покрытия используется асфальт с добавлением переработанного пластикового мусора. Индия перерабатывает таким образом около 100 тысяч тонн пластика в год. Второй проект с цифрами, которые не укладываются в голове. Строительство новых городов в Китае. С 2001 по 2021 Китай построил столько жилья, что им можно было бы обеспечить квартирами все население Европы дважды. Конкретная цифра. За 20 лет в Китае было возведено 64 миллиарда квадратных метров жилой площади. Для сравнения, весь жилой фонд США составляет около 25 миллиардов квадратных метров, накопленные за всю историю страны. При этом около 65 миллионов квартир в Китае пустуют. Это так называемые города-призраки, построенные в расчете на рост населения, который не произошел в запланированные сроки. Третий проект – Международная космическая станция. Ее строительство началось в 1998-м и формально не завершено до сих пор. Стоимость – 150 миллиардов долларов, что делает ее самым дорогим объектом из когда-либо построенных человечеством. На орбите работало более 240 космонавтов из 19 стран. Суммарная длина всех кабелей внутри станции – 12 километров. Площадь солнечных панелей – 2500 квадратных метров. Это больше, чем площадь футбольного поля. Станция делает 16 оборотов вокруг Земли в сутки. Значит, каждый живущий на ней человек видит 16 рассветов и 16 закатов за 24 часа. Четвертый проект – строительство портовой инфраструктуры Китая. Порт Шанхай является крупнейшим в мире по грузообороту уже 15 лет подряд. В 2023 через него прошло 49 миллионов контейнеров. Если поставить эти контейнеры друг на друга, башня достигнет высоты 300 тысяч километров. Это расстояние от Земли до Луны. И обратно почти 4 раза. Новый глубоководный терминал Янгшань, построенный на искусственном острове в 20 километрах от берега и соединенный с материком мостом длиной 32 километра, полностью автоматизирован. Краны, погрузчики, транспортировщики контейнеров, все управляется без единого оператора на площадке. 130 автоматических кранов работают круглосуточно. Пятый проект – саудовская нефтяная компания Aramco и ее инфраструктура. Нефтяное месторождение Гавар, разрабатываемое с 1948 года, содержит запасы в 70 миллиардов баррелей. Трубопроводная сеть Aramco – 22 тысячи километров труб, проложенных под пустыней. Нефтеперерабатывающий завод Апкайк обрабатывает 7% всей нефти, потребляемой планетой ежедневно. В 2019-м дроновая атака на этот завод на 18 часов сократила мировое производство нефти на 5%. И цены на нефть за один день выросли на 15% по всему миру. Цифры этих проектов объединяет одно свойство. Они перестают восприниматься как абстракция только тогда, когда их сравниваешь с чем-то знакомым. 64 миллиарда квадратных метров жилья, 16 рассветов в сутки, башня из контейнеров до Луны и обратно 4 раза. Масштаб мегапроектов измеряется не миллиардами. Он измеряется тем, как сильно ломает привычные представления о размерах. За проектом НЕОМ стоит один человек. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Ибн Салман, известный как МБС. Он лично объявил о проекте в 2017-м, лично утверждает каждое архитектурное решение и лично уволил главного исполнительного директора НЕОМ Надми Аль-Насра в 2024-м, когда темпы строительства не совпали с его ожиданиями. Несколько членов племени Хувейтад, чьи земли попали под застройку, отказались покидать территорию. Один из них, Абдурахим Аль-Хувейти, публично заявил об этом в видео, после чего был застрелен саудовским спецназом. Трое его родственников получили смертные приговоры, впоследствии измененные на 50 лет заключения. За китайской программой «Один пояс, один путь» стоит система, выстроенная Си Цзиньпином с 2013 года. Но конкретные решения принимают два государственных банка. Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Именно они выдают кредиты странам-участницам, именно они прописывают условия, по которым залогом по кредиту становится сам построенный объект. Схема называется «дипломатия долговых ловушек». Термин, введенный индийским аналитиком Брахмой Челани в 2017-м. Шри-Ланка, Замбия, Пакистан и Эфиопия уже столкнулись с ситуацией, когда не смогли обслуживать китайские кредиты и были вынуждены передавать активы под китайское управление. За строительством Бурдж-Халифа в Дубае стоит компания MR Properties и ее основатель Мухаммад Алабар. Башня высотой 828 метров строилась с 2004 по 2010. Но интересно не сама башня, а то, кто ее строил физически.
12 тысяч рабочих из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин жили в лагерях на окраине Дубая. Их паспорта изымались работодателями при въезде. Стандартная практика системы кафала, действующей в ОЭ. Уехать до окончания контракта рабочий не мог без разрешения работодателя. Средняя зарплата составляла около $170 в месяц. На строительстве погибло официально 4 человека. Правозащитники называют эту цифру заниженной. За крупнейшими инфраструктурными проектами США формально стоят государственные агентства. Министерство транспорта, армейский корпус инженеров. Но реально заказы получают несколько крупнейших строительных корпораций. Компания Bechtel участвовала в строительстве Гувердам, туннеля под Ла-Маншем, аэропорта в Гонконге, метро в Эр-Рияде и реконструкции нефтяных скважин в Кувейте после войны 1991 года. Выручка компании превышает $20 миллиардов в год, но она остается частной. Акции не торгуются на бирже, финансовая отчетность не публикуется. Это крупнейшая строительная компания мира, о которой большинство людей никогда не слышало. За японским мостом Акаси Кайкё стоит государственная корпорация Honshu Sikoku Bridge Expressway, но конкретную инженерную задачу решала команда под руководством Хиросиге Окада, человека, который после землетрясения 1995 года принял решение не останавливать строительство. Окад провел расчеты за 72 часа непрерывной работы и доказал, что сдвинувшиеся опоры не требуют демонтажа. Это решение сэкономило 3 года и около $2 миллиардов. За всеми этими проектами, разные люди с разными мотивами. Принц, которому нужна легитимность через грандиозность. Банкиры, которым нужны активы в залог. Корпорация, которая намеренно остается в тени. Инженер, который не спал 3 суток, чтобы не потерять годы работы. Мегапроекты всегда выглядят как победа технологий над природой, но за каждым из них стоит конкретный человек с конкретным интересом, который далеко не всегда совпадает с интересами тех, кто живет рядом со стройкой. В 2023 году спутниковые снимки зафиксировали нечто, чего не было на картах еще 5 лет назад. В пустыне Руб-эль-Хали появилась прямая линия длиной больше 100 километров, видимая из космоса невооруженным взглядом. Это не дорога и не трубопровод. Это котлован под фундамент линии. Города, который должен изменить само представление о том, где и как живут люди. Но пока НИОМ строится в пустыне, другой проект уже изменил мир необратимо, и большинство людей этого не заметили. В 2021 году Китай завершил строительство крупнейшей в мире сети высокоскоростных железных дорог. 40 тысяч километров путей, по которым поезда идут со скоростью 350 километров в час. Для сравнения, вся высокоскоростная железнодорожная сеть остального мира составляет около 30 тысяч километров суммарно. Китай в одиночку построил больше, чем все остальные страны планеты вместе взятые. Шанхай и Пекин, 1300 километров, теперь соединены 4 часами пути. 20 лет назад это занимало 14 часов. Это изменило экономическую географию Китая радикально. Малые города вдоль маршрутов получили доступ к рынкам мегаполисов. Производства начали перемещаться из дорогих прибрежных зон во внутренние регионы. 100 миллионов человек получили возможность жить в одном городе, а работать в другом за сотни километров. Ни одна другая инфраструктурная программа в истории не изменила модели расселения такого количества людей за такой короткий срок. Но есть проект, последствия которого окажутся еще масштабнее, и он только начинается. Программа строительства возобновляемой энергетической инфраструктуры Китая. В 2023 году Китай установил больше солнечных панелей, чем весь остальной мир за всю предыдущую историю солнечной энергетики. 217 гигаватт новых мощностей за 1 год. Провинция Цинхай уже полностью обеспечивает себя возобновляемой энергией. Пустыня Гоби покрывается солнечными фермами. Крупнейшая из них, Тенгер Desert Solar Park, занимает 1200 квадратных километров и видна из космоса. Параллельно Китай строит ультравысоковольтные линии электропередачи, способные транспортировать энергию на расстояние более 3000 километров с минимальными потерями. Это означает, что солнечная энергия из пустыни Гоби может питать Шанхай. Технология, которую остальной мир только обсуждает, в Китае уже работает на 22 линиях суммарной протяженностью 30 тысяч километров. Совокупный эффект этих двух программ железных дорог и энергетики означает следующее. Китай перестраивает свою экономику от угольной промышленности и автомобильного транспорта к электричеству и рельсам быстрее, чем любая страна в истории. И делает это в масштабах, которые меняют мировые рынки. Цены на солнечные панели за 10 лет упали на 90%. Именно потому, что китайские заводы производят их в таких объемах, что единичная стоимость стремится к нулю. Это и есть настоящая кульминация эпохи мегапроектов. Не отдельная дамба, не отдельный мост и не отдельный город в пустыне. А момент, когда совокупность этих строек достигла критической массы и начала менять правила игры для всей планеты. Уголь дешевеет, потому что его вытесняет китайское солнце. Авиация теряет пассажиров, потому что китайские поезда быстрее на коротких маршрутах.
Порты перестраиваются, потому что китайские торговые пути сместились. Мир не изменился в один день. Он менялся котлован за котлованом, свая за своей, километр рельсов за километром рельсов. И в какой-то момент оказалось, что карта, по которой все жили, устарела. В 2029 году, если все пойдет по плану, первые жители въедут в Линию. Город без автомобилей, без улиц, без горизонта в привычном смысле. В 2035 откроется норвежский плавучий туннель под Согнефьордом, сооружение, аналогов которому не существует. В 2049 Китай должен завершить Великую Зеленую Стену, лесополосу длиной 4500 километров, которую сажают уже 70 лет. Но самый важный мегапроект ближайших десятилетий не имеет названия и не имеет одного заказчика. Это глобальная перестройка энергетической инфраструктуры планеты. Международное энергетическое агентство подсчитало, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градусов, человечество должно до 2050 года построить столько же новой энергетической инфраструктуры, сколько было построено за всю предыдущую историю цивилизации. Не удвоить, построить заново, с нуля, параллельно существующей системе. Это крупнейший строительный проект в истории человечества, и он уже начался. Индия к 2030-му планирует установить 500 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики. Это больше, чем вся текущая энергосистема страны. Европейский Союз строит офшорные ветровые фермы в Северном море с суммарной мощностью 300 гигаватт. Подводные кабели от них протянутся на тысячи километров по дну океана. Саудовская Аравия, которая кормилась нефтью 70 лет, строит крупнейший в мире завод по производству зеленого водорода в рамках все того же проекта NEOM. Вернемся к вопросу, с которого началось это повествование. Какие стройки действительно меняют мир? Ни дамба, замедлившая вращение Земли, ни город в пустыне за 500 миллиардов, ни мост, переживший землетрясение. Все эти проекты меняют конкретные места и конкретные маршруты. Но есть 3 мегапроекта, которые меняют саму основу того, как устроена цивилизация. Первый — да, китайская высокоскоростная железнодорожная сеть, которая уже доказала. Города можно связать так плотно, что расстояние перестает быть экономическим барьером. Если вам интересно, как строятся такие гигантские проекты и какие технологии за этим стоят, не забудьте заглянуть на наш сайт whiteori.com. Обещаем, там не только мегапроекты, но и множество историй, которые точно заставят вас задуматься. А как же мы раньше без этого жили? Ссылка в описании. Второй — то глобальная солнечная революция, которую Китай запустил, обрушив цены на панели, и которая теперь разворачивается на каждом континенте, независимо от чьей-либо политической воли. Третий — NEOM, который еще не построен, но уже изменил представление архитекторов, урбанистов и правительств о том, что вообще может быть городом. Финальный факт, который стоит запомнить: прямо сейчас на планете одновременно строится больше крупных инфраструктурных объектов, чем в любой другой момент истории. Суммарный объем строительной отрасли в 2024 году составил 13 триллионов долларов. Это больше, чем экономика Китая 10 лет назад. Каждые 5 секунд где-то в мире заливается новый фундамент, вбивается новая свая, прокладывается новый километр кабеля. Египетские пирамиды строили 20 лет и задействовали около 100 тысяч человек. Сегодня только на одном объекте NEOM работает 90 тысяч строителей. И это далеко не крупнейшая стройка планеты. Масштаб того, что человечество возводит прямо сейчас, не имеет исторического прецедента. И через 100 лет люди будут смотреть на карту мира 21 века так же, как мы смотрим на пирамиды, с вопросом, как они это сделали.